Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю творожно-малиновый торт с апельсином, который понравится всем любителям изделий из творога с ягодами. Десерт по данному рецепту получается очень воздушный и ароматный. Особой популярностью торт пользуется в теплый сезон, а также кто любит облегченный торт и без сливочного масла. Часто готовлю творожно-малиновый торт в летний сезон, когда много свежей и очень вкусной малины. Друзья, все нюансы рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях под этой публикацией. Предварительно у одного апельсина необходимо выжать сок и натереть цедру. Также заранее у яиц оттерите белки от желтков. В сок апельсина добавляю желатин. Перемешиваю желатин, чтобы он хорошо разошелся в жидкости. В белки добавляю весь сахар и ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной светлой массы. Вот такая устойчивая и плотная меренга получилась. Добавляю желтки и перемешиваю миксером в течение минуты. Всыпаю муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Перемешиваю массу ручным венчиком сверху вниз до однородного бисквитного теста. Вот такое пышное бисквитное тесто получилось. Форму диаметром 21 см предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все бисквитное тесто. Борта формы заранее смазал сливочным маслом. Равномерно распределяю тесто силиконовой лопаткой по всей площади формы. Убираю форму с тестом в разогретую до 170 градусов духовку на 25 минут. Для начинки творог порционно перетираю через мелкое сито с помощью ложки. В сливки добавляю сахарную пудру. Взбиваю на низких оборотах миксера до получения сливочного крема. Сливочный крем для начинки готов. В творожный сыр добавляю протертый творог. Перемешиваю недолго миксером до получения однородной творожно-сырной основы. Чтобы извлечь бисквит из формы, отделяю его от бортов при помощи ножа. Извлекаю кольцо, сверху устанавливаю решетку и переворачиваю конструкцию сверху вниз. Убираю дно формы, снимаю пекарскую бумагу, оставляю на решетке до полного остывания. Для сборки съемной конструкции под торт на доску натягиваю ацетатную пленку. Сверху устанавливаю кольцо 23 см диаметром. Заправляю пищевую пленку внутрь кольца, чтобы сформировать устойчивое дно. Внутрь кольца ставлю ацетатную ленту. Остывший бисквит разрезаю на две половины. Малину порционно выкладываю на мелкое сито и тщательно перетираю с помощью столовой ложки. Сок с мякотью дополнительно очищаю от сита. Мезга от малины в этом рецепте не понадобится, но ее можно использовать для приготовления каши из семян конопли, которая также есть на моем канале. В малиновую мякоть добавляю сахарную пудру. Перемешиваю пудру в малиновой мякоти до ее растворения. Вместо сахарной пудры можно использовать мелкий сахар. В малиновый соус вливаю горячий апельсиновый сок с желатином, который я предварительно растопил в микроволновой печи. Добавляю апельсиновую цедру, недолго перемешиваю венчиком. В творожно-сырную основу вливаю малиновый апельсиновый соус, тщательно перемешиваю суфле до однородности. Добавляю сливочный крем, быстрыми движениями перемешиваю массу венчиком до получения однородной начинки. Начинка готова. Половину начинки выливаю в форму, сверху укладываю бисквит и немного утапливаю в суфле. Добавляю вторую порцию начинки, равномерно распределяя ее силиконовой лопаткой, заполняя промежуток сбоку, чтобы не оставалось пустот. Окончательно закрываю торт вторым бисквитом, немного утапливая его также в суфле. Форму с тортом убираю в холодильник минимум на 3 часа до полного охлаждения. Для оформления в сливки добавляю сахарную пудру. Взбиваю сливки миксером до получения сливочного крема. После холодильника отделяю пищевую пленку от кольца. Снимаю ацетатную ленту. На бисквит наношу немного сливочного крема для устойчивости. Сверху устанавливаю любую удобную плоскость или тарелку. Переворачиваю конструкцию сверху вниз. Окончательно извлекаю пищевую пленку. Оформляю торт сливочным кремом с использованием плоского шпателя. Друзья, если вам нравятся рецепты моих тортов на канале Сладкий Мастер, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Сверху торт оформляю в виде крупных сливочных мазков, также с помощью плоского шпателя. При отсутствии шпателя оформить торт можно ножом или плоской лопаткой. Украшаю торт сухой малиной в произвольном порядке. Творожно-малиновый торт с апельсином получился очень нежный и ароматный. Пышные и очень пористые бисквиты не нуждаются в дополнительной пропитке, так как гармоничное сочетание суфле делают этот десерт цельным и завершенным. Начинка из малины и апельсина в сочетании с жирным творогом и творожным сыром
это разнообразие ароматов в одном изделии. Торт получается настолько вкусный, что от него не остается ни крошки в день приготовления. Обязательно готовьте этот десерт сезон малины, и вы еще не раз повторите этот рецепт. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.